Всем привет! Пал выбор. Либо я готова... С утра был дождик. В 5 утра несколько капель капнуло. Думала, что сегодня не пойдем на картофель. Нет. Все наладилось. Все хорошо. На улице жарко. Стоит, что завтра будет. Поэтому пал выбор. Либо мне продолжать с детьми работать, либо мне бежать готовить комплексный обед. И, представляете, выбор пал на меня. Здесь у меня варятся косточки немножечко с мясом. Здесь у меня это для гречневого супа. Жарится картофель, жарится лук для зажарки, для супчика. Здесь я сейчас буду картофель порежу, как я обычно режу, кубиками. Там у меня Снежана с Анютой ждут. Завтра в школу, они напоминают себе, что им завтра в школу, поэтому решают примеры больше-меньше. Вообще у нас проблемы с задачами. Но с задачей надо это именно сидеть. А примеры, они именно могут сами. Ну вот, то есть, сейчас я порежу картофель, девочки, и приду к вам. Снежана, ты решила, да? А примеры любые выбирай. Давай, доченька. Ты написала число, написала классная работа, да? Классная. Ну, чтобы вспомнить. Потому что завтра придет в школу, чтобы все помнить. Гречневый суп. Владик, для него это прям, мне кажется, это у него вообще самое любимое. Хоть он и говорит, но он прям всегда. Он столько его кушает, он потом его ест и ест. И спасибо долго потом лично говорит. То есть любит гречневый супчик. И на второе, говорю, комплексный обед, потому что все трудятся сегодня вообще не покладая рук. Буду готовить сытный обед. Хотя еще вчерашний, там, ну, спагетти немножечко совсем на 3 порции осталось. Я уже собачку порадую. А подлив убрала в холодильник, гуляш. Гуляшек еще докушают. День доедания будет. Сейчас у нас как раз медкомиссии опять начинаются после выходных. Так, здесь у меня обжаривается, и я положу, у меня мороженая морковь, замороженная для супчика, и для подливки достала замороженную. Так, гречку я уже помыла. Сейчас доделываю гречневый суп. Интересно, что некоторые люди не готовят гречневый суп. У меня приятельница была, умерла она. Была приятельница, болезнь это в этом году очень много кого сразила. И вот она, когда увидела первый раз, когда мы жили еще в Бурятии, что я готовлю гречневый суп, она была удивлена. Хотя сама очень вкусно готовила. Так. Картофель быстренько, произвольно крошим. И супчик. И гречку я всегда вместе с картофелем. Сразу сейчас раз. Все. Макароны бантики достала. Это следующее блюдо. Проверила. Все порезала. Все. Так. Мусор убираем за собой сразу. Чик. Снежана забрала посудомойку. Горит желанием работать. Хочет убираться. Вчера просила. Мама, можно мы уже будем в женском туалете убираться? Горит желанием. Прям горит. Ой, у меня тут такие косточки. Сейчас выловлю. Когда закипело, я бульон сливала, но косточки такие, сейчас покажу какие. Вот такие прям разные, шикарные, прям кости. Много их, тут целая кастрюля. Мясо покупаем, вот такие с мясом, наваристые. То есть, ну вот, я выложила, он еще сейчас процежу, выложила картофель. И сейчас сразу картофель закипает, и я гречку отправлю.
Значит, все. Прибавим газ. Выключаю зажарку. Здесь у меня вода стоит для макарон. Макароны буду варить бантики. Сегодня буду макфа варить. Макфа. Нравятся, мне тоже эти бантики нравятся. Так, гречка уже помыта. Я ее опускаю в кастрюлю. Кастрюля у меня 12-литровая. Что, Анюта? Все, сейчас, девочки, я приду. Можно я еще пример себе напишу? Еще примеры? Давай. Че, Снежа? Решила примеры? Еще решать другие. Сколько штук решила? Один? Вот, первый пример. Номер. Номер. Это номер, Еще столько же решай. Еще столько же решайте, я проверять потом буду вас. Решают примеры. У нас проблема с задачами. Примеры у них неплохо. Я еще не солила, и только сейчас буду солить. Так, сразу солю. У меня 12-литровая кастрюля. Почему варю столько супа? Остатки все съедят потом собачки. Я прям столовую ложку хорошую пока кину. Десертная у меня такая ложка. Небольшая столовая. Десертная. Все. Пусть варится. Я пока буду... Так. Сейчас мне надо... У меня замочен рис. Тефтели. У меня здесь... Ну, примерно килограмма 2. Я не взвешивала или побольше. Я решила делать тефтельки. Я сразу вскипятила чайник и замочила рис. Рис у меня длинненький для ежиков. Сейчас солью. Фарш у меня чистый. Свинина и курочка. Говядины в этом фарше сегодня нету. Только свинина и курочка. Больше ничего нету. Такой вот фарш. Получается примерно 200 грамм риса на 500 грамм фарша готового. Примерно вот так вот. Можно 180 грамм риса. Кто-то на 800 грамм риса добавляет. 200 грамм, 180. У меня идет из расчета на 500 грамм фарша. Идет 200 грамм, 180 примерно грамм риса. Закипел мой суп. Гречку я добавляла, я уже говорила. Все, сейчас на соль попробую. Чуть-чуть надо еще. Вот так вот где-то. Так, я буду добавлять 2 лавровых листочка на 12 литров в кастрюльку. Здесь у меня куркума, перчик. Я немножечко добавлю имбирь и укропчик вот так насыплю мороженый. Тоже это все я добавлю в суп. Пока уберу, потому что сейчас я буду другое готовить еще. Добавлю яйцо. Я уже говорила, что наши курочки несут яйца по 2 желтка. Меня поправили, что это нехватка кальция. Девочки, раньше я бы тоже так подумала, 100%. Но сейчас у нас в Краснодарском крае на рынке продают белые, они не белые чисто, немножечко такие кремовое яйцо такое. Все по 2 желтка. Рядом по 1 желтку, здесь по 2, прям целая ведерко. И также такие яйца. И вот у нас как раз такие курочки. Они все наши курочки переходят. Все, сначала были вот такие яйца, сейчас переходят на 2-желтковые. Это искусственно, я уже поинтересовалась у местных жителей. Это искусственная такая порода. И у многих, кто покупает молодок сейчас, у многих яйца именно 2-желтковые. Представляете? Удобно. Из них не выводятся цыплята, естественно. Ну, ничего страшного. 2 желтка больших, полноценных 2 желтка.
фарш у меня не соленый, поэтому я прям такую десертную ложку положу хорошую соли. Рис я уже положила, соль и перчик хочу еще насыпать. Здесь у меня молотый перчик. Хорошо так прям. Все. И рукой буду перемешивать. Все. Делаю для своей семьи, поэтому делаю руками. У кого в семье принято делать в перчатках, девочки? Делайте. Это нормально, это даже очень хорошо. Ну, я буду делать сегодня. Иногда мне тоже охота. Что, дочь? Еще один пример под вопросиком. Ну, решай еще. Последние давайте. Я сейчас вот тут и приду все проверять. Вы еще проверьте, попробуйте, чтобы у вас... Снежана, найди еще такие примеры. Сравнить больше, меньше и равно. Давай такие еще сделай. Больше, меньше и равно. Ну, давай, доченька, давай. Вы самостоятельные девочки у меня. Умницы такие. Так, немножечко похлопаем. Похлопаем немножечко. Отобьем. 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 Фарш. Ложкой буду набирать размер. Буду делать круглые. Кругленькие. Раз. Раз. Вот. Смотрите, как хорошо. Полностью будет в водичке. То есть я полностью их укутаю в водичку. Подливку. Раз. Чтобы не было сухих, чтобы они такие сочные были. Раз на поднос. Так и в подносе и поставлю. Кипеть будет. Так в подносе. Потом ложечку мы поставим, когда мы все доделаем посудомойку. Да. У нас вчера целая трагедия. В общем, Максим нес стул. Вот так шел. А Снежана влетела домой. Максим, как он ей не выбил глазик, я не знаю. Ну, в общем, оно Снежана мужественно перетерпела, но сейчас у нее прям целая царапина на весь глаз. Ульяна вешала белье. Анюта пошла ей помочь, что-то прищепку достать. Врезалась в столб. Бежала в столб. А? Бежала, сказала, врезалась. Врезалась, у нее ничего себе, у нее там вот такая шишка и синяк. Красно. Потом что же я делала? Я поливала вечером. Бегут дети, девочка соседская бежит. У нас целый день вчера гости были. Бежит девочка соседская. Ване кровь текет. Ну, там уже папа все сделал, прибежал. Губу что он сделал с губой? Да, губа лопнула. Лопнула у него, а у него почему-то сразу кровь хлыщет. Губка лопнула, да, доча? Ага. Да. В общем, день вчера хороший был. Сейчас буду смотреть. Вчера золой посыпали. У дедушки с бабушкой в парнике кто-то съел огурцы. Уж бабушка-то профессиональная дачница, у нее такие дачи всегда. Наверное. Да, и я вчера открыла свой парничок. Тоже кто-то начал кушать. В общем, золой я и так посыпаю. Теперь вот надо острым перцем посыпать. И почитаю сегодня, что еще надо. Может, кто, девочки, подскажет, почему, чем еще надо сразу от всех потравить. И кто какую капусту, кто чем капустку обсыпает. В общем, я тоже золой ее постоянно, не один раз уже, наверное, 3 раза золой подсыпала. Так, ну все получается. Одна целая картошечка попалась. Ой, уже сварена. Еще прям чуть-чуть и выкладываю, и начинаю вплотную заниматься тефтелями. Сразу поставлю воду на ручки-бантики. Так вот про капусту хочу вернуться к капустке, а то я часто не договариваю мысли. Мне, кстати, уже 100 раз делали замечания. Капусту. Расскажите, девочки, тоже, чем вы обсыпаете? Золой, перцем. Как бы, чтобы гусеница была, нету. Бабушка говорит, у них на Дальнем Востоке жук черный. Но здесь, говорит, я порыла, никого нету. Чем еще?
будем сыпать всем. Перекисью я поливала. В общем, начала там возле клубники, не тут вдоль картофеля, а там возле клубники у меня тоже растет примерно около 10 кочанов капусты. И вот там-то два листика уже начали активно кто-то кушать. Поискала, найти не могу. У нас тоже черный жил какой-то. Да. Мы с Максимом находили. Ты моя умница. Чуть-чуть не снежанка, у меня вся такая, животик болит, да? Пойду я у них уроки проверю, пока суп варю. Лавровый лист у меня там есть, проверила уроки, дала Снежане задачу решать. Не надо быстро торопиться, потому что скоро надо детей звать на обед. Сейчас мне еще эта сковородочка нужна будет. И вот укроп мороженый и приправы, немножко куркумы. Перестала. Я одно время везде куркуму. Сейчас, доченька, я приду. Сейчас, Анюта, подожди. Я уже от вас ушла. Сейчас. Проверь хорошо, решила ты задачки правильно, нет? Проверь, моя хорошая. Запах душистый. Кто не варит? Ну, здесь, конечно, кости вытащим, супа меньше будет. Много костей, считай, полкастрюли больших костей с мясом. Начинают дети потихонечку. Ты что, водички хочешь? Давай я вам налью водички. Сейчас детям водички налью. Василисе водички устала? Сейчас мама быстро готовит. Я варю суп гречневый и делаю тефтели с рожками бантик. Расскажешь, хорошо? Там расскажи, чтобы им веселее работать было. Чтобы им веселее работать было. Я здесь время зря не сижу. Если я записываю или разговариваю, значит, у меня готовится в этот момент. Ты сразу все готовишь? Да, я сразу готовлю все, доченька. Кто там, Ваня? Костик. Костя идет. Тоже пить хочет. Анюта, на брата попои. Кости, дай. Да, Костя. Сейчас я с фильтра водичку набираю. О, это закрыто. Вот тут бери за горлышко. Раз. Костя, откроешь дверь. Давай, мой сынок. Все. Рассказала детям, что готовлю, чтобы немножко поднялось настроение. Я честно свое время отрабатываю. Так, все. Укроп уже закипел. Ой, какой красивый супчик. Отличный. Вот просто без нареканий. Да? Все. Отодвигаю туда. Ой. И начинаю делать. Сейчас, Анюта, подожди. Вот в духовку уберу. И как бы могу к вам тогда пойти. А то дети работают, а мне сидеть нельзя. Хорошо? Сейчас я лучок. Также лавровый лист кину в каждый контейнерочек, кину лавровый лист. Вы знаете, у меня немножечко сливки 33%, и я пекла, и у меня чуть-чуть осталось. Я тоже вылью в подносы. А сливки, а листик, это лавровый лист, это приправа. Дочь, вкусно пахнуть будет. Так, томат принесла. Все, духовку включаю. Из конвекции включу ее, чтобы сразу 2 противня поставить. И пусть дует. Сейчас лучок зажарю. Так, чайничек. Я даже уже немножечко разолью. А потом еще с томатом. А? Да, горяченько, кипяточек, да. Кипяточек мама делает. Это сливки, доча. А сливки и томатик вкусненько будет. Ну, сливки молочные. Помните, когда у нас была коровка, мы там жили, у нас был такой аппарат, и мы тоже делали сливки густые такие, а потом мы мороженое делали.
Это я говорю. Помните? Так. А я не помню. Помните, да? Мы масло делали, мы делали сливки. Ну, сыворотки очень много было, творог. Я не помню. Сепаратор у нас был, мы его даже сюда привозили. Или там кому-то подарили, не помню. Нет, сюда, по-моему, привозили. А я не помню. Так, и морковь. Она уже подтаяла как раз. Потом. Да. Как мороженое. Ну, как мороженое, да, доча. Морковь была за... Лоли. А? Лоли. Там картина написана Лоли. А что написано? А, Ловы. I love you. Это папа сидит. А, это папа. Я думала, какой-то дядя. А где вы были? Дяденька. А зачем нам чужой дяденька? Мама, а где вы были? Папа сидит. А это на другой картинке кто? Папа тоже. Папа в детстве на заборе сидит в рваных штанишках. А это папа уже с мамой лет 10 уже прожил, сидит. Сейчас покажу вам на камеру. Эту вытащу. И вот эту вытащу, покажу. Я не знала, Ой. что они так открываются. Она прилипла даже, уже столько лет ее никто... Ну, я не буду ее вытаскивать, вытру просто. Она там висит. Девочки на фотографии смотрят. Это наш папа в детстве на заборе сидит. Где? А это наш папа. Ну, примерно уже лет 10 с мамой живет. Покажи, мама. А это на заборе. На заборе? Да. Папа подулез, если... Вообще вот это папа сидит в ЗАГСе. У наших друзей свадьба была. И мы ездили к ним на свадьбу. И папа на диванчике там фотографировался. А это папа на пиване в городе Комсомольске на Амуре на заборе сидит в гостях, да. Можно на заборе? Детство папина мама не помнит, потому что мама сама маленькая была, мама говорит, тоже помнит. Так, сейчас я сварила только что гречневый суп. И сейчас я делаю зажарку для подливки. Я весь томат выкладываю. У меня тут неполная баночка. И сейчас водичка еще сполоскну. Как наш дом почти вон там. Еще томат надо принести. Маловато. Не хватит. В тефтеле хватит, наверное, я думаю. Ты не туда поставила. А я еще не ставлю, еще доча смотрю. Сейчас буду разливать сюда, и тефтельки буду убирать в духовку. Все, дети заходили, хотят кушать. Все. Так, и рожки ставлю сразу в воду для рожек. По идее, у нас все готово. Фарш у меня был готов, я только добавила рис, приправы и сделала подливку и ставлю в духовку. Все как бы готово. Сейчас сварим рожки и все делю. Делю туда-сюда. Прям вот так хорошо. Я вот хочу, чтобы именно вот прям тефтельки, это же ежики, они сейчас выпустят иголочки. Там же рис, и будет как будто бы с иголочками. Конфетами. Это ты уже голодная. Это ты уже проголодалась, раз Нет, тебе пахнет. конфетами пахнет. Нет, конфетками тут не пахнет. Так, девочки, отходим. Мама с горячим. Не убегаем, нет. Не, еще у меня же... Вот, все. У меня же еще... Все, убираю на 30 минут в духовку на конвекции. Сразу 2 ставлю. А можно там поставить? Раз. И второй сразу ставлю туда же. Надо будет потом что-то по отдельности доделаем. Пока убираем. Сегодня делаем полноценный обед. Мама, это как будто как лазанья. Как лазанья? Ну нет.
Ну, то, что в духовке. Ты видела, что я лазанью также делаю на конвекции, да? 2 противня, да. Сегодня мы делаем полноценный обед для семьи с 13 человек, где 11 детей. Я включила, да? Да. Да. Я смотрю. Сходите, пожалуйста, кого-нибудь позовите, скажите слазить за компотом в подпол. Мы сегодня достанем компот. Ой, он уже настоялся, ему же уже год. Даже есть еще прошлогодние, с того года еще есть. И он такой, хотя у меня еще очень много свежей ягоды, замороженной. И слива, и черешня еще есть. Но вот этот компот в этот раз доставали. Ну какой вкусный. Я в этом году постараюсь еще больше сделать. Вот именно черешню, компот. Он прям вот бесподобный. Бесподобный. Ну вот, прошло полчаса. Я уже вовсю накрываю, уже суп налила. Уже Ульяну позвала. Достаю свои тефтелечки. Ой, какие ежечки. О, привет всем. Папа, начинают подходить. Папа грязный. Ну давайте, идите, переодевайтесь. Папа пришел уже. На запах пришел. На запах пришел. Так, я начинаю накрывать. Ну вот они, мои тефтели. Готовые. 30 минут. Красивые такие получились. Я начинаю накрывать. Встретимся на мукбанге. Дети потихонечку идут. Я уже Ульяну позвала, чтобы она помогла. Потому что уже надо быстро накрывать. Уже дети хотят сильно кушать. До скорой встречи. Сегодня мы приготовили с вами тефтели. Такие они у меня получились в духовочке. Мне понравилось, что я их спекла именно вот в этом сделала, в большом поддоне. У меня раньше были противни большие, теперь у меня стандартные. Поэтому 30 минут на 200 градусов на конвекции поставила, оно продуло и все. До скорой встречи, друзья. Спасибо, что заходите на наш семейный канал. Мы здесь готовим, иногда рассказываем о себе, иногда с детьми беседуем, делаем разное, иногда на ваши вопросы отвечаем. До скорой встречи!